Fears to Fathom, или же познать страх. Ну или, как бы сказали знающие люди, боится понять. как-то весело все началось, так что давайте пустим немножечко атмосферки. Fears to Fathom. Самый атмосферный и при этом страшный инди-хоррор, в который вы только можете поиграть. И я не преувеличиваю. В этом видео вы поймете, почему я считаю именно так. Сегодня я разберу и расскажу вам историю этой франшизы, чем она прославилась и почему ее так все любят. Скорее всего, вы уже наслышаны об этой игре, но тем не менее, я считаю, вы должны посмотреть это видео, ведь после него ваш взгляд на Fears to Fathom изменится, и вы начнете смотреть на него под другим углом. Видео будет долгим, так что устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Прежде чем мы начнем разбираться в самой игре, нужно сказать пару слов об разработчиках и о самой задумке игры. Как пишут авторы, а ими являются Riot Studios, Fears to Fathom — это эпизодическая психологическая игра в жанре хоррор, в которой каждый эпизод раскрывает короткую историю, рассказанную теми, кто выжил. Как вы могли догадаться, каждая игра основана на реальных событиях. Это очень важный аспект, который мы скоро разберем. Это видео я хочу разделить на две части. Первая — теория и вторая — практика. Что я под этим подразумеваю? В теории мы возьмем первую часть Fears to Fathom и на ее примере увидим золотое правило всех последующих частей, а именно основу и структуру, и как в целом работает каждая из них. А уже на практике вы послушаете мой интересный рассказ про одну из самых лучших частей Fears to Fathom, конечно же, по моему мнению, и уже сами все поймете и почувствуете. Так что не буду томить, мы приступаем. Как я уже говорил до этого, чтобы почувствовать все, что я сказал, воспользуемся первой и самой короткой частью, которая вышла в свет в 2021 году. Fears to Fathom Home Alone. Как и любая игра серии, все начинается с предыстории. Главный герой Ники Майлз, подросток, оставшийся один дома на ночь. Главный герой Ники Майлз, подросток, оставшийся один дома на ночь, так как его родители уехали по работе в другой город. И теперь ему предстоит пережить эту ночь одному. То, что вы сейчас услышали, это и есть самая главная загвоздка всей игры. Истории основаны на реальных событиях, которые обычные люди пережили и отправили разработчикам на почту. Как раз из них уже делают саму игру. Эта вещь хоть и кажется простой, но именно из-за нее появляется один из самых главных аспектов, влияющий на визуальное восприятие игры. Атмосфера. Атмосфера жизненности. Каждый из нас в детстве оставался один дома и боялся, что кто-то может тебе наведаться. Вероятно, большое количество людей останавливалось ночью в придорожном отеле, и у него остались воспоминания этой темной лесополосы, в которой может быть что угодно. Именно эффект того, что все происходящее на экране происходит с тобой, а это и правда происходило с тобой, усиливает переживания и навеивает воспоминания. Именно это случилось со мной. Из-за этого я и полюбил навсегда Fears to Fathom. После того, как нас вводят в курс дела, в наши глаза бросают игровой мир. И тут вы можете понять еще одну и последнюю фишку визуала. Это плохая графика. Кто-то может сказать, что ему не нравится, но тем не менее просто посмотрите, как же это все красиво выглядит. Не знаю как вам, но мне она очень нравится, и я всегда играю так. Думаю, я доходчиво объяснил одну из двух основ, которая составляет половину игры, а именно визуальная составляющая. Ладно, что-то я слишком разогнался по поводу атмосферы, давайте лучше приступим ко второй части, а именно к составу, ну или же к структуре игры. Движение сюжета происходит в ходе выполнения квестов, которые установлены с самого начала игры и постепенно добавляются по мере продвижения. После того, как мы встали с кровати, нам пишет мама и говорит, чтобы мы разогрели лазанью из холодильника. Мы выполняем ее просьбу, садимся есть, и происходит следующее. Па-парам, пам-парам. Как вы поняли, просто выполнить квесты у нас не получится. В каждой из частей есть свои антагонисты, которые будут творить дичь и в конце концов захотят нас убить. В целом можно разделить игру на 4 части. Для большей понятности обратимся к схеме. Первая часть. Начало игры. Мы погружаемся в историю, выполняем интересные квесты. Конечно, в первой части их нет, но зато есть в последующих. Нам предстоит сходить в магазин, порыбачить, сыграть в прятки, приготовить еду. Все это весело, особенно с атмосферой и эстетикой игры, о которой мы уже говорили. Но все не может длиться вечно, и к нам приходит вторая часть. Начинает происходить какая-то дичь. То свет вырубится, то к нам в дом проникает какой-то мужик, то какой-то сумасшедший дед с молотком появится в толчке. Все это приводит к одному и тому же, к встрече с главным антагонистом и
погони. Третья часть. Ран, Васек, ран. Четвертая часть. Happy End. Этот придурок от нас отстает, и мы спасаемся. Ура. В целом, я думаю, вам уже стали понятны основные загвоздки, механики и фишки этой игры. Но вы не погрузились в это полностью. Поэтому для вас, ну конечно, чтобы это видео не длилось 5 минут, я расскажу вам про мой фаворит среди всех этих 5 частей. Разберем сюжет и увидим все на деле. Так что приятного просмотра. На экран выходит Here's to Fathom 3 Carson House. Меня зовут Ноа. Мне 28 лет, и я из Среднего Запада. И сам не знаю, зачем я это пишу, но надеюсь, моя история послужит уроком для вас. Это произошло, когда мне было 18. Но я помню это так, как будто это было вчера. Мой отец риэлтор, и почти всегда его клиенты становятся нашими друзьями. Однажды он предложил мне работу на выходные. Одному из его старых клиентов нужно было уехать на пару дней, и ему некому было оставить дом на это время. Отец сказал, что он заплатит $100 за то, что я присмотрю за домом, и выполню пару бытовых заданий. Я согласился, так как все равно нечего было делать на выходных. И меня довезли до дома. Мы появляемся в прачечной, и уже сходу в наши глаза едет тонна красоты и атмосферы. Немного погуляв по комнате, мы находим дверь, за которую начинает происходить что-то странное. Мы оказываемся в огромном помещении размером стадион, с бесконечными стиральными машинами и сиденьями. Пройдя чуть дальше, нас встречает он. Ой, отбеливатель? Извините, куда ты его положил? Кто ты? Где отбеливатель? Мне нужен отбеливатель. Я не знаю, о чем ты говоришь, чел. Я сказал, мне нужен отбеливатель. Но? Хватит спать, но мы прибыли. Мы здесь. Ты сказал, ты можешь сделать это. Просыпайся сейчас. Просыпайся, но проснись. Проснись. О, привет, папа. Очень странный сон, но тем не менее мы на месте. Мы у дома Керсона. Пройдя в него, мы встретим сущность, которая будет с нами все время, пока мы здесь. Это Снуп. Забираем ключ и заходим в дом. Уже сходу нам дают первое задание. Еще не отойдя от прошлого квеста, нас беспокоит неизвестный номер. Позже установится, что это Рой Керсон. Он пишет нам о том, что очень благодарен нам за наши услуги и просит покормить собаку едой, которая находится в подвале. Как только мы покормим Снупа, нам снова напишет Керсон и попросит посмотреть, что не так с его компьютером и почему его система наблюдения стала плохо работать. Поднимаемся наверх, запускаем компик, чистим его от вирусов и все. Компьютер полностью функционален, и мы можем следить за всем через монитор. Это просто сборник самых красивых кадров человечества. Но есть еще одна загвоздка, о которой вы от меня еще не слышали. Игра очень щедрая, так что радость здесь обычно длится недолго. В нашем случае до момента, пока мы не зайдем в корзину. Что-то какой-то файл у него здесь. Гайд, как быть лучшей персоной. Ну...
Знаете, я забыл вам сказать еще кое-что. В игре преобладает не только спокойная атмосфера, но и мрачная, стрёмная, непонятно что значащая херотень, после просмотра которой ты не можешь отойти еще пару минут. Если вы думаете, что это все, то нет. Игра просто наполнена этим, и еще будут моменты, когда вы впадете в еще больше ступор. Ну ладно, компик починили, замечательно. Тем временем наша подружка приглашает нас посмотреть ее любимую передачу по телеку, и мы идем кайфовать вместе с ней. Спускаемся в зал, запускаем телевизор и наслаждаемся продолжением ада. I'm Jeffrey, and today we are cooking cat food. I love me cat food. It's my favorite dish. It's super enjoyable and healthy. Doesn't that just look delicious? We can't eat this. It's raw. So first, we are going to gently pour the cat food onto this conveniently placed pan on a stove. Listen to the sizzle. Like a baby suckling upon a mother's bosom. Oh, lucky baby. Okay, now while that's cooking, we can work on an appetizer. I will be preparing what's known as a piece of cardboard dipped in milk. We will need a piece of cardboard, a glass, and some milk. To start, we poured the milk into the glass. Next, we dip the cardboard into the milk. Nice. Okay, now that the cat food is finished cooking, we can finally serve it. This looks amazing. Time to eat! Hello, I'm the hand merchant. Buy some hands. Don't have hands? I'll give you hands. Got too many hands to handle? I'll take them. I got the best hands. Only the highest quality hands for you. Got too many fingers? I'll take them. Not enough fingers? I'll give you more fingers. People love hands. They're great. I got so much hands. Amazing hands. I'll sell you good quality hands. Come on down today to buy some hands. I have nice hands. Hello, I'm Да что было? Так, меня уже пугает телевизор. Если вы до сих пор думаете, что это самое безумное, что вы сегодня увидите, все еще впереди. Не успевая отойти от этого накала, Карсон просит нас сидеть за продуктами. Мы берем бабушек, садимся на бисайсл и мчим в самую отборную атмосферу этой части. По перемещению в другую локацию мы попадаем в какой-то промышленный район. Вокруг темнота, старые кирпичные здания, закрытые магазины и наша цель – магазин Кнакса. Хоть это место и мрачное, и отчужденное, из-за отсутствия людей, старых, темных зданий и тотального мрака, но знаете, как бы тут ни было, мне невероятно нравится эта локация. И я ее считаю воистину одной из самых лучших в серии First of Atom. Напишите в комментарии, как считаете вы. Мне правда очень интересно ваше мнение, особенно если вы подробно и красиво его расписываете. Так, ладно, все-таки мы приехали в магазин за продуктами. Сам магазин представляет из себя мини-маркет размером как древний ларек из вашего двора. Зайдя в него, мы можем встретить знакомых, с которыми завяжется простой, но немного жуткий диалог, если знать, про кого идет речь. А позже мы обязательно это узнаем.
Как-то так. В любом случае, все, что было сказано, сейчас нас не волнует. Так что берем список в руки и отправляемся на поиски Ренча, Чоко Сприта, Гарден Писа и Райса. Только от Анкл Тони. Что? Впервые слышите эти названия? Я тоже. Так что сейчас начинается самая адовая часть для всех, кто не учил английский. Хоть я играю в эту игру второй раз, но мне все равно было сложно искать продукты. Окей, что надо? Нам нужен рейндж. Рейндж. По-моему, рейндж тут эта тема какая-то. Рейндж, по-моему, это рейндж. А куда ложить? Прям в корзину, что ли? Ага, вот рейндж. Стробери жили. Это похоже на стробери жили. Choco Spirit for Алик. Шоколадные колечки для Алика. Шоколадная туалетная бумага неплохо так-то. Петус. Ой. Здравствуйте. Эй, сынок. Do you work here? Не, я просто закупаюсь. Окей. Что такое? My cynic likes mustard. I came here looking for it, but I can't find it for the life of me. Do you know где это? Hold on, let me get it for you. Oh, how nice of you. I'll be right there. Окей. Меня попросили достать мастард. А куда она шла? Ну ладно. Мастард, это я знаю, что такое. Мастард. О, рейндж, отлично. Чоко Копс, нат. О, мастер все нашел. Да, конечно, это единственное, с этой графикой сложно читать. Very well. There it is, ha. Thank you, son. Ну вот, помогли бабушке хотя бы. Уже вот дело доброе сделали. Окей, собираемся дальше. Идем за рейнчом, потому что рейндж здесь. Рейндж Стробриджи, Чоко Алик. Ну вот это, по-моему, да? Но это должно быть оно. А куда бабка идет, мне интересно. Вот. Она на машине, что ли? Фига себе, блатная бабушка, ладно. Milk и X. Слушай, можно это пока здесь брошу? Мне не очень удобно смотреть. Это выглядит как Milk. Как же это все светится? Окей, это выглядит как X. Get Garden Peace. Ой-ой-ой, Garden Peace. Что такое Garden Peace? Я честно не знаю. Это выглядит как Garden Peace, честно. Garden Peace это какая-то вообще херня. Она вообще никак не связана с названием. Garden Peace. Я что-то помню, я забивал. Короче, это какая-то простая фигня, которая не должна называться Garden Peace. Окей, пропустим пока. Фанни, это хорошо. Райс. Uncle Tony Only. Это что-то, по-моему... Это, по-моему, паста. Паста. О, Garden Peace. Горох. Понятно. Тони, только Тони. Бананчик нужно? Тони. Что-то только от Тони. Я отвечаю, что-то где-то видел. Что-то где-то помню. Только Тони. Что может быть только Тони? Uncle Тони. О, рис, это рис, только от Uncle Тони, нормально. Кетчуп, и не забудь мелкие яйца, понятно, кетчуп, это похоже на кетчуп, честно. Вот и все продукты. Оп, стойте. Я сказал, я могу взять что-нибудь для себя. Все, могу ли я пробить это для вас? Нет. А что не так-то снова? Ну ладно. Не буду покупать я банан. Все можешь пробивать. Че я забыл-то? Окей, давайте разбираться. Ну, может, это не то, конечно, просто. Я не знаю. Может, мне эти колечки надо было взять. А че я забыл-то? Ну, блин. Ну, я задолбался уже. Снова эта херь. Погоди. Я понял, что не то. Я же рейндж потом нашел. Вот это мне не надо тогда. Это не рейндж. Отправляйся к банану. Все, вот сейчас точно все нормально должно быть. О, holy moly. Давайте еще раз разберемся. Это кетчуп. Это мед. Это рейндж. Это Uncle Тони. Это Uncle Тони. Это milk. Это яйца. Это желе. Это эта херь. Но это похоже на шоколадные колечки. Да, это херь. Это Garden Peace. Все, читаем. Рейндж есть, Strawberry есть, Choco Speed for Alec. У меня есть Choco Speed, вот они лежат. Milk яйца есть, Garden Peace есть, Хана есть, Rice, Only Tony Uncle, Ketchup, все, у меня есть все. Но это же Choco Speed. Ладно, придется делать по старинке. И здесь мы сейчас будем искать, где находятся продукты, которые нужно купить. Рейндж я его взял, желе я взял. Сприди, понятно. Все. Да, пожалуйста, ура. Кнак, все, пока. Ну что же, пока, добрый мир.
Я уже чувствую, что надвигается что-то не то. Пока, Кнакс. По приезду домой можно сразу поставить черту между спокойной жизнью и полным пиздецом. С этого момента навряд ли кто-то сможет быть спокоен. После того, как мы оказались дома, мы скидываем продукты на кухне, поднимаемся на второй этаж, как тут нам пишет один из друзей. И просит посмотреть реально странную херню по запросу «Развод Роя Карсона». Недолго думая, мы забиваем это в поисковик и находим сайт Hunter News со статьей «Рой Карсон, соучредитель BN Media, утверждает, что получает угрозу убийством от разъяренных поклонников своей бывшей жены», в которой говорится следующее. Нет ничего необычного в том, что поклонники лезут в личную жизнь знаменитостей, но иногда они переходят черты. Мы можем это увидеть в деле с Роем Карсоном, соучредителем BN Media, после его публичного развода со своей женой, актрисой Элисой Браун Карсон. Как утверждается, Рой получил угрозу убийством от поклонников Элисы из-за слухов о измене, которую он совершил. Источники сообщали, что к Рою Карсону приходили домой, чтобы разобраться с ним. Элиса пока не высказалась по этому поводу, но мы активно пытаемся связаться с ней. После прочтения может возникнуть чувство опасности. Конечно, ведь разъяренные фанаты знают адрес, где мы находимся, и уже пару раз приходили не самыми благоприятными намерениями. Может, Карсон и не такой уж хороший, как могло показаться за все время общения с ним? Неужели он специально нанял человека, который будет следить за его домом, пока его адрес все знают, и может случиться что угодно не только с ним, но и со случайным рабочим? К сожалению, мы этого никогда не узнаем, ведь наше раздумье прекращает звонок в дверь. Спустившись по лестнице, мы слышим стуки в дверь. Подойдя к ней, мы начинаем диалог с неизвестным, который представляется доставщиком пиццы. Выглядит это все очень неправдоподобно, тем более после статьи. Но в конце концов у нас не остается выбора, и мы открываем дверь. Ну да, это реально доставщик пиццы. Позже сам Карсон нам напишет о том, что это он ее заказал. На самом деле немного непонятно, зачем это все было сделано, ведь это не несет никакого значимого влияния на сюжет. Но да ладно. Хотя вообще, о чем я говорю, если за всю игру нам 2 раза дают квест поссать? Пока мы окончательно не отошли от атмосферы жути, вот он вторая часть телевизора, которую мы будем смотреть, пока кушаем пиццу. Jack, are you doing your work? You'll have to spend the night in the dungeon if you don't. If you tell me what the radius of 2 squared is, I'll think about sparing you. My name is Jack Barnes. I have been held hostage by Mr. Holland for 37 days. He makes me solve math work until my head hurts. I can't escape. Can I use the bathroom? Hey, you!
Yeah, you. Come on down. Look at me. I'm the toilet man. Come over here. I'm the toilet man. I'm the toilet man. Come over here. I'm the toilet. I'm in the toilet. I'm in the toilet man. Hello. I'm the toilet man. Come over here. Hello. Я же говорю, что это будет еще больше пиздец. Пока я ел, вы могли слышать, что мою трапезу кто-то хотел прервать. Но я не обратил на это внимания. И открыл дверь только после полного просмотра телевизора. За дверью лежали цветы. Вот сейчас это уже реально выглядит странно. Но наш, видимо, не самый одаренный герой так не считает. Даже когда он идет в комнату, ему пишет неизвестный номер с вопросом, что он ел на ужин. Когда он буквально минуту назад ужинал. Как хотя бы вы могли догадаться, это все не просто совпадение. И за нами явно кто-то следит и знает, где мы находимся. Проходит пару часов, во всем доме выключается свет, а неизвестный номер все еще продолжает присылать нам странные сообщения. Чего наконец-то хватает главному герою, чтобы он хотя бы обратил внимание на все происходящее. Мы спускаемся вниз и выходим на улицу, чтобы починить электрощиток. На месте уже видно, что просто выбило пробки, и мы включаем рубильники обратно. На обратном пути нам снова пишет неизвестный, что мы ему обещали остаться друзьями. Тут уже картина начинает складываться, и становится понятно, что это наша бывшая девушка. Но что ей нужно от нас? С каждой минутой обстановка все сильнее и сильнее накаляется. Но главного героя ничего не волнует, и он снова идет делать ДЗ. Было бы мне такое желание учиться, я бы стал самым умным человеком на свете. Человек готов зубрить матешу буквально даже тогда, когда вокруг его дома ходит хуй пойми кто и хочет хуй пойми чего. Но, к счастью, этот бред прекращает последнее, после которой он перестает тупить. Уже тут бы я спрыгнул с форточки и убежал бы в случайном направлении, лишь бы быть подальше от этого места. Но главный герой, видимо, смелее меня, и он решает оставаться здесь до последнего. В его уме появляется идея, что это те самые кенты из магазина пытаются его разыграть, из-за чего он пишет им, на что получает ответ, что после кино они попали под дождь и сейчас находятся вместе дома. Наконец-то это случилось. Только сейчас главный герой понял, что в его доме неизвестный человек. Он бежит в комнату, чтобы включить камеры видеонаблюдения, и на них видит...
В наш дом пробралась наша бывшая девушка, и она не очень довольна общением с новой. Мы не можем никуда сбежать, поэтому просто прячемся в соседней комнате и стараемся не шуметь. Ведь если мы издадим хоть малейший шум, произойдет следующее. Поэтому мы просто подбираем подходящий момент и сбегаем. Я вышел из дома и побежал вниз по кварталу. Мой отец вызвал полицию, хотя к тому времени, когда они приехали, она уже ушла из дома. Но я знал, где она живет. Кара была одной из самых первых, с кем я познакомился на сайте знакомств. Она была на 3 года старше меня, но мне она показалась милой, поэтому мы начали встречаться. Однако через 2 месяца после начала наших отношений она начала употреблять тяжелые наркотики. Я пытался ее отговорить от этого, но она не хотела меня слушать. И однажды с меня было хватит, и мне пришлось расстаться с ней. Я сказал ей уйти и никогда больше не связываться со мной. Она была зла. Она пыталась убедить одного из полицейских, что не собиралась делать ничего плохого в ту ночь, но, конечно, ей никто не поверил. Они просмотрели запись, и на ней было видно все, от момента, когда она вошла, до того момента, когда она схватила кухонный нож. Кара была под воздействием наркотиков и алкоголя, когда ее арестовали и осудили на длительный срок. Ну что могу сказать? ДВ это зло. Но если серьезно, то жуткая история. Особенно, когда представляешь это все в реальной жизни. Что, кстати, если вы уже могли забыть, я основано на реальной жизни. На самом деле, поздно я начал делать это видео, ведь все и так уже знают, что такое общество в этом. Да и есть несколько крутых ребят, которые еще давно воплотили идею этого видео. Даже лучше, чем я. Но надеюсь, что хоть кому-то понравилось это видео, и он взглянул на эту игру под другим углом. Конечно, одного моего еле как сделанного разбора не хватит, чтобы полностью окунуться в этот шедевр и понять все, о чем я говорил. Так что всем советую поиграть лично в каждую часть, ну или хотя бы посмотреть летсплеи Брайна или Шарфа. Потому что в других частях есть еще много интересного. Ну, у меня на этом все. Надеюсь, вам понравилось второе видео в новом формате. С вами был я, Егор Блиссода. Всем пока.